Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, второй расклад, гороскоп. События на пороге декабря. События ближайших 2 недель или начала месяца. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. И если так планетарно, то 4 числа Венера в Скорпионе – это прекрасное время, чтобы обсудить те вопросы, которые умалчивали. Или у нас не хватало решимости, может быть, проговорить. И вот здесь как раз вот эти задушевные беседы, когда мы не кого-нибудь переделаем или подстраиваем, что-то доказываем. Мы просто следим за глазами, может быть, собеседника. Мы смотрим, насколько он откровенен, потому что в целом вот именно правду какую-то узнать будет очень важно. От этого мы можем оттолкнуться. В целом это больше искренности, больше взаимопонимания вот в этот период у нас может быть. Это дважды важно, потому что 12 числа новолуние в Стрельце. И это позитивная, сама по себе и очень сильная, мощная энергетика. Ведь Стрелец у нас великий оптимист. И это благоприятное для всех нас событие, потому что мы будем как будто с 12 декабря выметать весь ментальный мусор, поэтому, может быть, и в разговоры какие-то важные лучше осуществить загодя. Вообще, с 12 числа это сама по себе как жизненная сила сосредоточиться на своих желаниях. Смена энергетики идет, мои дорогие, и поэтому это где-то продлится до конца года точно. Но есть еще такой момент, 13-го опять же, Меркурий у нас уходит в ретро-движение. И могут какие-то сбои быть. Он пробудет в ретро-движении до 2 января 2024 года. Мы знаем, что Меркурий – это либо какая-то информация, которая может быть непроверенная или где-то ложная, или задержки могут быть. Поэтому будем внимательны. И если мы говорим, задержки могут быть во второй половине месяца, задержки где-то и с деньгами, и опять же из-за ретроградности Меркурия. Поэтому если деньги получаем в начале месяца, как будто правильнее их распределить. Но это так, вскользь. Давайте мы узнаем, что для вашего знака зодиака начало месяца, первые 2 недели. И мы сначала сориентируемся, что придет. Вот такую карту достанем, а что уйдет. И 3 важных главных события. Достанем 3 карты. Может, это и одно событие с какими-то нюансами, а может и 3 самостоятельных. Итак, что же придет в вашу жизнь, мои дорогие? Ну, правда, перемены. Это точно. Нулевой аркан. Хотим мы или нет, что-то меняется, как будто в пространстве, в обстоятельствах. Значит, это может затрагивать любую сферу вашей жизни, опять же, потому что старший аркан. И на нас влияют именно события извне. Или события в жизни ваших близких, допустим, людей, родственников, ваших коллег. В вашем окружении могут происходить тоже какие-то перемены, которые так или иначе будут затрагивать и вашу жизнь. Или это вообще ваше собственное решение, допустим, касаемо работы, когда я решил, буду менять работу, или сферу деятельности. Здесь может быть кардинально какой-то пункт, по которому вы решите что-то изменить. Поэтому любая деятельность с элементом новизны приветствуется, и словно вам самим не захочется оглядываться назад. Все же что придет? Само по себе чувство новизны, чувство азарта к жизни. Это как новые условия игры меняются, и эта игра вас может завораживать. Что-то может быть из разряда даже иррационального. И я так думаю, мои дорогие водолеи, вы этот момент тонко почувствуете. Просто у каждого это проиграется по-своему. Что же уйдет? Прекрасно, 7 мечей. Обманы уйдут, разочарования наши уйдут. Уйдет, может быть, какое-то двурушничество в отношении вас. Уйдут какие-то, ну, такие скользкие ситуации. Или, может быть, люди, вот те, которые вас, ну, где-то не просто разочаровали, а пытались с вами хитрить. Или где-то вас обманывали. Такое тоже может быть. Может быть, это вы сами где-то, ну, пересмотрите свое окружение, и вам захочется от части людей просто отказаться. Перемены неизбежны. Нам уже говорят, вы словно на новом этапе. Но и по 7 мечей есть еще такое, не случайно называют ее картой вора. Поэтому тут могут уйти люди, которым вообще верить нельзя. И с учетом нулевого аркана
Это может произойти спонтанно, не потому что вы даже так захотели или словно исключили из своей жизни какую-то персону. У персоны что-то поменялось, и им не захочется вот подобным личностям, по крайней мере на начало декабря, как будто особые контакты с вами иметь. Может быть так, или нет желания, ну, где-то хитрить с вами. Вот и такое может поиграться. Так или иначе, что-то со знаком минус уходит. Давайте посмотрим главные события. Ну, прекрасно. 4 жезлов. Праздник после победы. И здесь у нас показано, опять же, в этой колоде удивительное значение. Семья. Если победа, чаще всего по жезлам, дела, работа, бизнес и деньги. А здесь у нас еще тепло домашнего очага, взаимопонимание, наши близкие. Поэтому у кого-то проиграется, как у меня просто все хорошо. У меня все под контролем. Все-таки 4 жезла стоят, это как 4 столпа. Это надежность, уверенность. Это правда, якорь. Это когда мы сегодня уверены в том, что у нас все под контролем. И где-то это дает дополнительную энергетику, более свободно строить планы на будущее. Поэтому, ну, прекрасно, это радость сама по себе. И, как я уже сказала, праздник. Может быть, для кого-то из вас решение какой-то личной вашей истории. Для кого-то это может быть связано, правда, либо с перемещением, переездом, или просто вы будете как-то облагораживать свой дом, делать его более комфортный. Или еще какие-либо вопросы с недвижимостью могут быть. И опять же, и вопросы по работе тоже предусмотрены. Вот такая многогранная карта уверенности и праздника. Это прекрасно. Давайте мы немножко раскроем эту карту и зададим такие вопросы. Чем дело кончится и чем сердце успокоится? Хотя по этой карте дополнительные не нужны, но сценарий предусматривает. По тройке пентаклей это переходное значение, когда, ну, знаете, состояние экзамена. У кого-то буквально может произойти экзамен, когда вы сдаете какой-то предмет, может быть, получаете сертификат, учились, или вы собираетесь учиться. Но если мы говорим про экзамен, существует еще и жизненный экзамен. Вот мы словно переходим на новый уровень, потому что мы какой-то гештальт закрыли. С чем-то мы разобрались, вы, мои дорогие водолеи. И всегда, когда тройка пентаклей выпадает, она сама выпрыгнула, эта карта, когда мы открыты миру и готовы учиться. И как будто все знания, которые мы получим, в последующем тоже где-то будут означать финансовый эквивалент. Потому что мы сумеем это приложить на практике. Как-то перевести в деньги наши знания. Знание – сила, это правда. Знаний лишние никогда не бывают. И вы как раз интеллектуальный знак, поэтому, я думаю, вы со мной согласитесь. Итак, давайте сама достану карты. Чем дело кончится? Хотя, по сути, уже где-то нам говорят как итог. 10 жезлов. Вы знаете, чем дело кончится? Уставшие люди делают ошибки. Это та карта, которая тоже своего рода итог, может быть, чувство усталости. И нам говорят: отдыхай, делегируй часть своих обязанностей или не включайся в какую-то рутинную работу. То, что может сделать кто-то другой, усталость будет. Поэтому лучше кому-то перепоручить, дать себе разгрузку, дать себе отдых, чем дело кончится. Отдыхом, мои дорогие, праздник после победы и, разумеется, отдых, но чувство усталости будет ощутимо. А чем сердце успокоится, давайте такую карту. Ну вот если там у нас была тройка пентаклей, планы на будущее, а тут конкретно человек уже одной ногой словно в будущем. Нам он нарисован здесь со спины, как будто он даже не оборачивается назад. Он в гавани и ждет, когда корабль зайдет в порт. И нет еще пока движения, но он словно прицеливается. Думает, на каком, может быть, корабле отправиться или в каком направлении. По тройке жезлов мы тоже все контролируем. Смотрите, тройка, четверка. Но какая-то стабильность, мои дорогие, и абсолютная уверенность, с хорошим настроением, с оптимизмом. Вот совершенно другие энергии, если мы говорим, что уходит. 7 мечей. Давайте спросим, карта совет. Вам как будто по судьбе. Это как высшие силы, мои дорогие водолеи, как ваши ангелы-хранители. Это карта возрождения. И тоже где-то пороговое значение, когда мы переходим, сдаем словно экзамен, точнее сдали его, жизненный. И карта говорит о том, что
и мы будем избавлены от боли, от страданий. Верьте в вашу звезду, верьте в вашего ангела-хранителя. Прислушивайтесь к интуиции, если мы говорим как совет. Куда-то не торопитесь, правда, в начале месяца декабря. Тут могут происходить те события или приходить новости, которые, может быть, вас и вынудят куда-то отправиться или заняться каким-то делом. Но сказать, что мы сами какой-то себе грандиозный план составили и начинаем его форсировать, нет. Словно вы во власти высших сил от начала до конца. И силы-то хотят, чтобы вы просто отдохнули, совершили, может быть, вот эту самую перезагрузку, да, 3 жезлов, 4 жезлов, для того, чтобы наметить какие-то четкие планы на будущее. Прекрасно вообще начало. Давайте посмотрим еще одно событие. 2 жезлов. Вот, наверное, этот отдых необходим для того, чтобы сделать правильный выбор. Выбор как будто есть и будет. И нужно, но не промахнуться, мои дорогие. Иногда эта карта нам говорит о том, что это все-таки дуальность. Мы ищем, может быть, выход из создавшегося положения. Или это будет касаться работы, вашего бизнеса. Для кого-то эта карта может означать еще и по отношениям выбор. Как будто один должен жезл остаться как импульс, как инсайт, как ваше важное решение. И этот выбор придется, видимо, осуществить неизбежно. Может быть, в этом выборе как раз ангелы-хранители будут помогать. Поэтому нам и говорят прислушаться к интуиции. Давайте, 2 жезлов не такая крупная карта, она просто говорит о дуальности и состоянии выбора. Вот так в целом. Можно и дальше, конечно, продолжить, но тогда наше видео будет безразмерным. Давайте лучше мы попробуем раскрыть эту карту и зададим вопросы, чем дело кончится. Либо это заканчивается, либо это еще будет продолжаться в течение первых 2 недель. А вы будете стоять на выборе, правда, при всей вашей надежной позиции, сильной достаточной позиции, при помощи высших сил, но будет какая-то, может быть, ситуация, обстановка, когда на вас будут влиять люди или большой поток информации. Среди этого потока информации нужно понимать, что она настолько хаотична, может быть, и разрозненная, что верить на первый момент, то, что когда мы услышали, абсолютно нельзя. По 5 жезлов это, я называю карту информационного хаоса, когда утром говорят одно, а, к примеру, вечером противоположное. Вы можете столкнуться с людьми, которым, кстати, тоже доверять нужно с опаской. Почему? Нет сознательного какого-то обмана, нет. Но это как будто те люди, которые быстро меняют мнение, которые тоже утром думают одно, а вечером они уже отказываются от своих слов. И поэтому вот этот самый выбор может быть не что иное, как вы будете анализировать ваше окружение, как ближнее, так и далекое, кому я могу доверять, на кого я могу положиться. Или, если будет вам что-то предложено, вы тоже будете анализировать вот эту информацию. Не торопитесь. Чаще всего, когда выпадает 5 жезлов, нам говорят, не участвуй. Вот как будто. Отступи полшага назад и дождись, пока либо разовьются события каким-то своим чередом, или найди недостающую информацию. Но не отталкивайся вот прямо сразу от того, что ты услышал или тебе предложили. Как будто тут немножко посомневаться будет в плюс. Чем сердце успокоится? Наверное. Тут надо что-то одно. И если у нас тут было 2 жезла, посмотрите, туз мечей. И я называю эту карту «Выход из лабиринта». Значит, какой-то выход, чем сердце успокоится, из какой-то двойственной ситуации. У кого-то двойственные отношения. У кого-то это может быть выбор по работе или по вашему бизнесу, но выход вы как будто находите. Может быть, вот так вот проанализировав, дополнительно найдя ту информацию или... может быть, вы будете уточнять, как лучше обустроить то или иное дело. Стоит ли игра свеч? Может быть такое. И придете к выводу, что одно дело, да, имеет какую-то перспективу, а другое какое-то вы скажете, нет, я отказываюсь. В любом случае, даже из сложной какой-то ситуации или из сложного положения, выход вы как будто найдете. Давайте карту совета, вот интересно.
Но тут приветствуется все новое. Поэтому я могу сказать так, если стоит выбор между тем, что уже было когда-то, и стоит ли как реанимировать что-то из прошлого, однозначно нет. А вот какой-то новый импульс, инсайт или желание, предложение определенно стоит рассмотреть. Здесь больше нам вдохновиться новым в карте совет. Давайте посмотрим, вот может быть это и будет где-то означать выход из лабиринта, как будто оставить все прошлое, оставить, может быть, для кого-то из вас то окружение, которое вас словно тени толкай пытается растянуть в разные стороны. И, кстати, у кого-то из-за этого будет усталость, перегрузка. Всем хорош не будешь. И реагировать иногда бывают коллективы, иногда бывают руководители, которые, ну, словно центра собственного не имеют. И от приходящих новостей пытаются, ну, вот так, словно шарахаются из стороны в сторону. Да, это неблагополучно, на коллективе не самым радужным образом сказывается. И как раз побеждает тот, кто умеет выдерживать паузу, мои дорогие. Может быть, в подобной где-то ситуации, пусть это не для всех, один, двое, может быть, это важно услышать, но это тоже, значит, дважды нужно эту какую-то паузу выдерживать и больше анализировать, тогда и выход будет найден. И где-то новые возможности. Все равно новые, понимаете? Нет тут ничего, чтобы разворачивало нас назад. Третье важное событие. Победа. Вот так. Вот она победа. Шестерка жезлов. И вот он праздник после победы. Знаете, прекрасная карта, да, победа. Но о чем она говорит? Удерживать ваши позиции вам придется в течение декабря. Это уже, считайте, третья карта. Это где-то, может быть, ну, вторая, третья даже неделя, где-то с заходом на вторую уже половину, на конец декабря, когда придется удерживать все то, что вы достигли. Это материальное благополучие, это, может быть, какие-то должности, или это ваша позиция, ваше доброе имя. Здесь должен быть исключен риск. Потому что если есть карта победителя, победу завоевать это 50% успеха. А вот попробуй удержать, вот это гораздо сильнее и сложнее. И тот, кто удерживает заданные позиции, тот 10 раз победитель. Это правда. И у вас прекрасная энергия. Давайте мы тоже раскроем эту карту и спросим, чем дело кончится. Хотя нам про победу говорят. Но коли ее придется удерживать, так чем же это удержание закончится? Или мы можем столкнуться как и с обстоятельствами, так и с людьми. Чем же закончится вот эта победа? К чему она приведет? Шестерка еще. Любая 6, мои дорогие водолеи, это карта победы в принципе, а это карта заслуженного успеха. Почему я так говорю? Если по нумерологии любое движение, оно словно проходит, или активность, в 6 стадий. Почему и в картах Таро всегда любая 6 это как либо победитель, либо успех, либо, ну, неудача, а именно чаще всего успешное завершение какого-то дела. Это как вершина всего того, что мы предприняли, потому что это именно благодаря действиям. Это не приходят эти победы сами по себе, и тот, кто бездействует, он это где-то не получает. Здесь именно за счет активности. Победить невозможно, не прикладывая усилия. И по шестерке мечей дорогу осилит идущий. Вот смотрите, карта темноватая, но она имеет прекрасное значение. И правда, ваши победы продолжаются до конца года и более того переходят в 24 год. Удерживать просто, чем сердце успокоится, мы еще достанем. Но дело кончается еще одной победой. Как будто, может быть, вы один вопрос решаете, и у вас идет продолжение ваших побед, мои дорогие. У кого-то это будет означать: я переезжаю, я перехожу на другую работу, я меняю сферу деятельности. По шестерке мечей прекрасно проигрывается сфера IT или все, что связано с интернетом. Все, что связано с большим объемом информации, с перемещениями, командировками, путешествиями, сменой места жительства. Но тут очень много разных позиций. И, ну, наверное, 6 есть 6. Как в китайской гексаграмме, кстати. Вот вам тоже 6, по сути дела. И у вас 2 победы. И сердце успокоится. Давайте мы узнаем. Интересно.
И рыцарь Пентакли – это марафонский забег. Ничего тут не заканчивается у вас. Сердце успокаивается новыми планами. Причем торжествующими планами, когда все под контролем. Почему марафонский забег? Это тот проект, который будет вам служить десятилетия. Вот с чем-то вы так разбираетесь, видимо. Может быть, вы уже отчасти еще в ноябре расставили все по местам, потому что начинается у нас с нулевого аркана, и нам сразу говорят о победе и празднике. Но есть еще какая-то составляющая двойственность, да, с чем нужно вот, видимо, или окончательно для себя с чем-то определиться, чтобы не оборачиваться назад. И вот, пожалуйста, две карты победы и вот эта карта прогресса. Может еще означать, что вы куда-то поедете, чтобы в другой местности разобраться, может быть, решить какой-то вопрос или увидеть своими глазами какие-то обстоятельства, чтобы, опять же, быть уверенным. Рыцарь Пентакли едет медленно, поэтому не ускоряйтесь в течение месяца. Это первое. Второе. Не будет мелочей. То, чтобы мы прежде сочли, каким-то пустяком, здесь может иметь важное значение. Все держать под контролем. Пентакли – это какая-то предусмотрена, знаете, аккуратность и педантичность в делах, и все держать под контролем. Не должно быть небрежности и не должно быть, знаете, как на автоматизме сделанного. Вот у вас что-то на кону очень важное. Давайте карты, совет, что нам скажут, что дадут. Четверка кубков, да вам ничего не препятствует. Только, может быть, из-за усталости, хандра, может быть. И поэтому тут будет очень важно не отказаться. Посмотрите, человек сидит и читает книгу. Он как будто не ожидал, что ему рука протянет кубок. У вас могут быть какие-то спонтанные, может быть, как предложение или ваша какая-то идея, которую важно будет не прогнать и не подумать, мне показалось, а что-то применить. Это ведь возможности вот сродни этого кубка. И чтобы чего-то не прошляпить, нужно быть, вот то, что я сейчас говорила по рыцарю Пентаклей, очень внимательному. Как и удерживать победу. И я бы сказала, что будет мешать. Вот с учетом четверки кубков, это когда мы можем начать какую-то глубокую философию или какие-то воспоминания о прошлом, сожаление, например, а этому будет совершенно не место. Правда, я бы сказала так, ни одной карты из прошлого ведь нет. Наоборот, начинается с нулевого аркана. И более того, 20-й старший аркан о возрождении просто говорит об итоге. И теперь у тебя совершенно другие перспективы, другие возможности. Одна победа, вторая победа. Плюс переложить эти, наверное, обе победы в какой-то стабильный успех на долгие годы. Но, может быть, из-за усталости, либо настроение наше, оно не бывает стабильное, но тоже может меняться. Поэтому где-то эмоции нужно контролировать, чтобы они нам не помешали. Вам, мои дорогие водолеи, что-то для себя хорошее, замечательное совершить, создать, реализовать. И у вас для этого все предпосылки переходят практически, даже я не побоюсь сказать, на 2024 год. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.